вот она и зацепочка. Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей страны равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей политической жизни. И когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленной родне, ни ему самому и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом. Доносы, разбирательство церковное. Ну, как вы думаете? В Испании бы на костре бы горел давно уже. Великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими страшными железками. Нет. Жадный, вороватый, казнократ. Морозов совсем был не дурак. Никита Минов. Это единственный случай в дореволюционной России, когда таких высот максимальных добился государственный деятель, выходец из крестьянства. Став патриархом, Никон попытался развернуть и первую, наверное, в масштабах всей страны антиалкогольную кампанию. Несложно догадаться, как у всех его последователей, мало чего из этого получилось. Так талантливейший человек Никон вызвал вековую системную проблему в русской духовно-общественной жизни. Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов о России 17 века. Вы часто в комментариях пишете «опять рассказ о царях». Это ведь не совсем так, мы понимаем, да, что сквозь монархов мы рассказываем о времени, об эпохе. Но просите иногда рассказывать и о других героях. И поэтому мы поговорим о героях 17 века, о людях 17 века. Потому что мы их, в общем-то, не знаем. Спроси школьника хорошего, что он помнит из истории 17 века. Не считая смуты Минина-Пожарского, а что потом? А потом был Алексей Михайлович Тишайший, скажет отличник, и Стенька Разин. Все, список исчерпан. А людей было много, люди были интереснейшие. Поэтому поговорим о команде, о тех, кто окружал наших монархов 300 лет назад. 3 части будет. Часть первая, я ее назвал «Соправители». 3 крупнейших фигуры в истории столетия. 3 человека, которых можно по праву назвать соправителями царствующих монархов. Это патриарх Филарет, отец первого Романова Михаила. Это боярин Морозов, не путайте с боярыней Морозовой, дядька Алексея Михайловича Тишайшего. И, конечно, патриарх Никон, символ церковной реформы, фактически глава правительства некоторое время при Алексее Михайловиче. Ну и, конечно, в нашем сознании в первую очередь символ раскола. 3 мощнейших фигуры. О чем будет вторая и третья часть, я вам расскажу в конце. Начнем с того, почему мы выбрали эти 3 фигуры. Потому что в преломлении истории через судьбы власть имущих ты понимаешь, как мало изменилась жизнь. Цари, генсеки, президенты меняются, а в принципе всегда одно и то же. Те же интриги, зависть, толкотня в приемной за доступ к телу первого лица. Просто команды вокруг первых лиц формируются по-разному. Сегодня эти команды единомышленников, эффективных исполнителей, иногда друзей по университету, иногда тех, с кем просто вместе работал, кому доверяешь и понимаешь, от кого что ожидать. Поэтому в истории 20 века у нас была с вами, помним, да, это Днепропетровская команда Леонида Брежнева, Уральская, Свердловская команда Бориса Ельцина. Много шуток и анекдотов было насчет питерской команды начала 21 века. Помните, какая замечательная шутка? Никто не обижается, все понимают, когда 2001 год, и в администрации президента отдел кадров отсматривают кандидатов. Хороший кандидат, подходящий на какую-то там ступеньку
подьячего, как бы сказали в 17 веке. И его спрашивают так: где вы родились? В Москве? Хорошо, Москва, да, Москва. А учились? Московский государственный университет. Да, с Ленинградом никак не связаны, может быть, родственники, мама, папа переехали, нет? Жалко. И работали с той поры в Москве. Проживаете адрес? Ленинградский проспект, дом. А вот она и зацепочка. Так что в разное время команды формируются по разным принципам. Нет в этом ничего странного, такова человеческая природа. Тогда, в 17 веке, команды формировались по принципу родственному. Опора на родственников. Все друг с другом так либо иначе связаны родственными связями, и родственников своих род продвигают. Это ключевое для понимания элитных балансов вокруг монарха 17 века. И хотя каждый из наших 3 героев сегодняшних достоин отдельного рассказа, мы постараемся охватить все сразу. Не скажу галопом по Европам, но галопом по сонному Московскому царству давайте начнем по порядку. Первым нашим героем станет Федор Никитич Романов. 1553 года рождения, еще середина 16 века, время Ивана Грозного. И когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленной родне, ни ему самому и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом, соправителем Московского царства. Кем угодно. Воином, крупным чиновником, но не монахом. Он рос очень боевым парнем. Вспоминали, что мог и на саблях побиться, военные, подготовленные, и на кулачках за себя постоять на Москве-реке в потеху. Первый щеголь на Москве. Любимец девушек, как бы сейчас сказали. Завидный жених. Но история сложилась таким образом, что он станет патриархом, монахом. Без Филарета в этой лекции никак нельзя, потому что он прямой предок всех последующих в нашей истории царей и императоров. Напомню базовую связь, привязку к Рюриковичам. Отец Федора Никитича Романова – брат царевны Анастасии. Царевна Анастасия – первая жена Ивана Грозного, любимая его жена. Связь Романовых и Рюриковича не кровная, через брак. Но, тем не менее, Федор Никитич Романов считается племянником царицы, племянником первой жены Грозного. Уже при Федоре Иоанновиче, при сыне Грозного, он имеет чин боярина и, более того, считается одним из 3 членов так называемой Ближней Боярской думы. Если мы возьмем всю Боярскую думу, численность ее была не фиксированная, там могло быть и 12 членов. К концу 17 века она очень сильно разрастется. Но если мы возьмем с вами всю Боярскую думу за условное ЦК, то Ближняя дума – это прямо-таки политбюро. Федор Романов к моменту, когда пресеклась династия Рюриковичей, после смерти Федора Иоанновича, ему 45. Золотой возраст большого политика, особенно в те времена, становится одним из законных претендентов на престол. Но далее, как мы знаем, интриги, выборы, и царем избирают Бориса Годунова. Борис Годунов убирает из Москвы всех своих былых конкурентов. Романова постригли в монашество, равно как и его супругу. Федор стал Филаретом. Лжедмитрий I, поскольку изображал из себя родственников и царя, и, соответственно, родственников Романовых, всех их реабилитировал и позволил Филарету вернуться, назначив его ростовским митрополитом. Затем Лжедмитрий II делает его так называемым ненастоящим патриархом. То есть патриархом без выборной процедуры. Этой незавидной славы впоследствии Филарет всячески избегал и говорил, что он не соглашался на пост патриарха, что его заставили, что патриархом он был тогда не настоящим и вообще тщательно свое резюме эту строчку вычеркивал. Но был, числился при дворе Тушинского вора как бы почти патриархом. Потом семибоярщина, правительство 7 виднейших бояр отправляют не настоящего патриарха, но авторитетного человека, Филарета,
Федора Романова в составе посольства к Сигизмунду под Смоленск. Уговаривать Сигизмунда прислать Владислава на московский трон, а не пытаться захватить Москву самому. Чем это закончилось, вы знаете, мы об этом уже рассказывали в предыдущих лекциях. Поляки, не церемонясь, просто захватили наше посольство, вопреки всем принципам дипломатического иммунитета, в плен. В плен попал и Филарет, и вот в плену он провел почти 9 лет. Уже будучи совсем преклонных по тем временам годов, под 60. Возвращается он только после заключения перемирия между Россией и Польшей в 1619 году. На троне его сын Михаил, и тогда-то он и поставлен патриархом уже по процедуре, по-настоящему. Церковный собор, выборы. При этом в выборах, помимо иерархов Русской Православной Церкви, участвует еще и патриарх Иерусалимский, и знатные высокие церковные чины греческие. Ну, надо сказать, что греческие патриархи регулярно приезжали в Москву последние десятилетия, потому что денег нет. А Москва самая богатая православная держава. Так что порешать вопросы, заодно попросить финансовой помощи, с той поры мало что меняется. Итак, с этого момента, 1619 год, наш герой, патриарх Филарет, занимает при государе-сыне совершенно исключительное положение. Более подобного никогда в истории России ни до, ни после не было. Потому что отец и сын официально соправители. В царских указах имя патриарха рядом с именем царя. Патриарх носит титул, кавычки, «Великий государь, святейший патриарх Филарет Никитич». Так, и по-светски, потому что царь Михаил Романов тоже великий государь. И как бы по-церковному святейший патриарх Филарет. Но опять же не просто Филарет, а Филарет Никитич с отчеством. Прошения челобитные подавались на имя обоих великих государей, и царя, и патриарха. Как сейчас пишут по электронной почте или на официальных документах, в копии кому-то. Так патриарх был не в копии. Патриарх был вторым получателем челобитной. Соответственно, указы царские и грамоты также рассылались за 2 подписями от лица обоих. И даже иностранных послов, когда царь принимает в Кремлевском дворце в Москве, рядом патриарх. Послов тоже принимают 2 великих государя. Как вспоминали современники, тот некогда первый московский щеголь, дамский угодник и драчун Федор Романов, став патриархом, не сильно погрузился в теорию богослужебных вопросов, или, как писали тогда, в кавычки, «писанию разумел отчасти». Деликатно сказано, однако, при всем при этом государственный ум, большой государственный ум, твердая воля, колоссальный опыт и, немаловажно, умение при молодом царе вселять страх в бояр, этим он отличался в полной мере. А также хорошо владел ратным делом, то есть мог дать толковые военные советы стратегические царю. И был не сребролюбив, не жаден, скромен в быту. Ну а зачем патриарху, у которого сын, к тому же царь, быть сребролюбивым? У кого воровать? У сына своего, что ли? У будущих наследников? Это логика Сталина. Мы тоже помним с вами, как шокированы были все, когда описывали личное имущество Сталина на ближней даче после его смерти. Я не помню. Пусть поклонники либо ненавистники былого вождя народов меня не критикуют. Ну, сапоги стоптанные 2 пары, шинель 1, френча 3, рубахи 4. Собственно, и все. Логика такая же. Зачем тебе личные сапоги, когда в твоем распоряжении вся страна? И разница просто в расстановке приоритетов. Конечно, генсек не мог передать свою власть по наследству. А патриарх передавал. Вот он, сын, государь. И вот он растет внук, будущий государь Алеша. Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей страны равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей
политической жизни. Если до Филарета в Москве просто расцвет демократии, то есть 10 лет практически, с 612 по 622 год, беспрерывно длится сессия собранного Земского собора, то патриарх возвращается, присмотрелся, разобрался с делами, и все. И далее делегаты, депутаты распускаются по домам. Потом Земский собор будет еще собираться, но для решения определенных вопросов. Примерно как у нас в советские годы съезд народных депутатов. Все в московском государстве делалось, то есть с ведома Филарета или по прямому его наущению. Помните, как в «Охранной грамоте», которую перехватил Атос, кино, помните книжку? Атос у Миледи, да? В этой охранной грамоте, которую вредная женщина прятала, было написано, в кавычках, «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему повелению и на благо государства». Подпись Ришелье. По сути, примерно такие охранные грамоты мог бы выдавать по своему статусу и властным полномочиям и наш патриарх Филарет. Кому захотел бы и как захотел. Кстати, Филарет очень хотел женить своего сына поначалу на заграничной принцессе. Расчет был очень простой. Если наследник будет результатом союза избранного государя Михаила и урожденного багрянородного какого-то иностранного семейства, то тогда наследники будут иметь просто в европейском общественном мнении, да и во внутреннем тоже, больше прав на престол, на сохранение династии. Посылались посольства за границу и в Данию, и в Швецию. Но тогда Россия была слаба, поэтому как-то ничего с этими брачными историями не получилось. Западные контрагенты отказались. Патриарх Филарет был самым настоящим реваншистом. Видимо, натерпелся он в польском плену. Он был сторонником нанесения Польше ответного удара, отвоевания смоленских земель, военного реванша. Был просвещенным человеком. Он восстановил печатный двор рядом с Кремлем на Никольской улице, который сгорел при поляках. Поляки книг не печатали. И вообще при патриархе, который как бы окормлял книгопечатание, главным образом же книги печатались церковные, светских было немного. При нем объемы книгопечатания значительно выросли. Книги рассылались по всей стране. В Сибирь направлялись бесплатно для распространения крестьянства и грамоты среди народов Сибири. Вообще считается, что за время вот этого второго патриаршества, настоящего, Филарета было в московском государстве напечатано больше книг, чем за всю предыдущую историю, начиная с Ивана Федорова. Патриарх был ревностным православным иерархом. Он настоял на том, что католиков впервые приравняли к еретикам, к нехристям, которых надо, если они хотят принять православие, просто крестить заново, как каких-то язычников. Логика понятна, и она была поддержана обществом, потому что русский человек после смуты не понимал, как вот этот вот католик, литвин, поляк вообще может считаться христианином. Как он может считаться человеком во Христе, если он убивает, насилует христиан православных, пытает, если он грабит и оскверняет храмы, глумится над святынями, да еще, как говорят в Кремле, занимается, прости господи, каннибализмом. Ну, разве такой может называться христианином? Католики – это вообще не христиане. Однако, несмотря на такой строгий подход, никаких репрессий против наших русских, сомневающихся или чуть-чуть отходящих от православных канонов при Филарете не было. Приведу историю с князем Хворостининым. Был такой западник во времена смуты и после, приближенный в прошлом Лжедмитрия I. Этот князь заразился не то чтобы католичеством, бог с ним, протестантизмом. Отказался от молитв, от постов, всячески публично надсмехался над святыми. В общем, довел всех так, что Шуйский и тот сослал его в какой-то монастырь для исправления. Когда власть сменилась, Михаил Федорович должен проявлять милость. Все-таки князь. Михаил Федорович его реабилитировал
и, под честное слово, что будет вести себя прилично, вернул в Москву. Однако ссылка не помогла. Хворостинин по-прежнему в церковь не ходит. Хуже того, дворню слуг своих тоже не пускает. Ему постоянно шлют из-за границы какие-то непонятные книги, как показал потом обыск. Мало того, что на иностранных языках, но еще и сомнительного содержания. Доносы, разбирательство церковное. Ну, как вы думаете? В Испании бы на костре бы горел давно уже. Великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими же страшными железками. Нет. У нас все-таки Москва, патриархальность. Михаилу Федоровичу опять донесли, что еретик, князь демонстративный. На кол он его не посадил, не думайте, он ему лично выговорил. Опять не помогло. Так Хворостинин и хулиганил в церковном смысле до тех пор, пока не вернулся Филарет, который нянчиться с ним не стал, человек был строгий, и сослал его в Кирилло-Белозерский монастырь на Вологодчину. Кирилло-Белозерский монастырь, он и сейчас одна из крупнейших православных святынь, невероятной красоты место. Побывайте там обязательно. Мне как-то повезло там побывать. Белозерские старцы, уж я не знаю, что они там с Хворостининым сделали, но уже через год он в ересе полностью покаялся, выдержал экзамен по благочестию и знанию священного писания, обрядов. Ну и что, простили его. Вернули в Москву. То он сидел в Москве, в церковь ходил, писал стихи, причем даже с рифмой, такие современные очень для того времени. Писал публицистику, она сохранилась, в основном о смуте, о Лжедмитрии. Публицистика его весьма предвзята. Не так, чтобы он объективен, все своих выгораживает в основном. Жил себе, не тужил. Поэтому нравы были, в общем-то, при Филарете не строгие. Дожил он до преклонных лет. К вопросу о любимом мифе нашем, росте невероятном средней продолжительности жизни, мы об этом не раз уже с вами говорили. Филарет дожил лет до 80. Вообще монахи, хочу вам сказать, живут долго. Если перешагивают определенный рубеж жизни в монастыре, то я уж не знаю, молитва, пост, образ жизни, наверное, образ мыслей, да и каждоденный физический труд. Долго живут монахи. И вот Филарет тоже, хоть и государевыми заботами, но прожил долгую и счастливую жизнь. И когда мы говорим о Михаиле Федоровиче как о царе-миротворце, про то, как он восстанавливал страну после смуты, мы должны обязательно вспомнить о его соправителе, о его отце, чей вклад в дело умиротворения страны, честно говоря, верно, даже более весом самого государя. За это мы должны его помнить и чтить. Поговорим немного еще об одном соправителе. На этот раз соправителе Алексея Михайловича Тишайшего. Его наши учебники истории не любят. Его вообще историки не любят. Боярин Морозов. Такой он рассекой, жадный, вороватый, казнократ. Его порочная политика финансовая вызвала соляной бунт и прочее. А если разобраться, если судить об этом не с наших отдаленных 300 с лишним лет, а попытаться понять нравы того времени, то, в общем-то, мы увидим немного другую картину. Не идеальную, конечно, но другую. Боярин Морозов, Борис Морозов, родился в 1590 году. Он был назначен дядькой. Не как пишут в некоторых учебниках, я поправляю. Он не был дядей родным Алексея Михайловича. Он был дядькой, то есть воспитателем юного наследника престола. Так вот, он годился ему в отцы. И всю свою жизнь Алексей Михайлович относился к боярину Морозову как к названному отцу, второму отцу своему. Дядька он был грамотным. Разработал программу воспитания и обучения. Кроме понятного упора на знание Священного Писания, разных богослужебных текстов и православия в целом, там было еще и чтение, и география, и основы астрономии,
и фортификация, и военное дело, и охота, куда же без этого. Как потом писали, Алексей Михайлович в молодые годы военное дело разумел изрядно. Первые годы при молодом царе, 16-летнем, возглавлял правительство, вплоть до соляного бунта. Повторяться не буду, я рассказывал всю эту историю во время лекции про Алексея Михайловича Романова. Отмечу лишь несколько моментов, которые надо просто знать, чтобы честно смотреть на свою историю, когда мы говорим вот об этом отрицательном персонаже боярине Морозове. Во-первых, Морозов совсем был не дурак. Реформа налогообложения, замена прямых налогов, которые были обременительными, тяжелыми, многочисленными, на косвенный соляной, на налог с потребления соли. В общем-то, это была новация в налоговом деле. По такому принципу собирались налоги, пожалуй, только в Голландии. То есть он изучил иностранный опыт и опередил европейскую практику на десятилетия. При этом налог этот предполагался как более справедливый. Потому что прямые налоги, они фиксированы. Они в значительной степени не зависят от того, сколько налогоплательщик зарабатывает. А соляной налог привязан к потреблению. Поскольку все тогда было построено хозяйство на потреблении соли, то логика царского указа, продиктованного боярином Морозовым, была проста и понятна. Кстати, удивительная вещь. В царском указе объяснялось, даже вот сейчас это толком не делают, объяснялось, почему правительство меняет налоговую систему в интересах налогоплательщиков. Говорили, вот вы, простите, много кушаете, будете больше платить налога. Те, кто много потребляют, у кого большие дворы, слуги, крестьяне, хозяйства, они будут больше платить налогов. Скромная семья, средний класс, которые соль-то потребляют в рамках своего ежедневного рациона, они будут меньше платить налогов. Не очень это все получилось по многим причинам, но идея была неплохой. Второе. Боярин Морозов человек образованный. Он собрал библиотеку, в которой были лучшие, как бы сейчас сказали, мировые авторы, иностранные издания. Не только богослужебная литература, но и Цицерон, Тацит, не говоря уже о книгах по военному делу, медицине, истории. Все это говорит о том, что это действительно был правильный выбор воспитателя для юного наследника престола. То есть, сам по себе человек образованный. Третье. Вполне себе патриот в понимании того времени. Именно правительство боярина Морозова отменило привилегии английских купцов, заставив их платить налоги. Долгие привилегии. Еще со времен Ивана Грозного. Конечно, объяснялось это формально тем, что вы, англичане, совсем без царя в голове, казнили нашего брата Карлуса. Поэтому какие вам еще налоговые льготы после этого? Одумайтесь. Но нам-то это было выгодно, русским купцам и промышленникам. Патриотично. Показательно, конечно, его афера большого хитреца с женитьбой Михаила Федоровича. Я об этом тоже подробно рассказывал, повторяться не буду. В результате сам он женился на младшей сестре невесты супруги царя, став таким образом царем-свояками, родственниками. Разница в возрасте была лет 40, и годился он, конечно, своей супруге скорее не в отце, а в дедушке. А что это вас так, друзья мои, фрапирует? Вы что, светских новостей, что ли, не читаете? Сейчас такие происходят вещи иногда, и супруга годится своему жениху в бабушке. Ничего, нормально, мы как-то относимся к этому толерантно. Что мы цепляемся к боярину Морозову, который, видите ли, на 40 лет был старше своей, очень полезной в силу того, что она сестра царицы, избранница. Красивая была, наверняка. Милославские были очень симпатичными девушками. Кстати сказать, боярин Морозов у нас как-то не очень звучит. Мы это больше знаем боярыню Морозову. А боярыня Морозова была супругой его младшего брата. Тоже вышла замуж в 17 лет. И тоже была младше своего супруга, примерно на 40. И это тоже не особо кого-то удивляло. Кстати, у них родился наследник. Ну, о боярине Морозовой попозже. Причиной фиаско всесильного соправителя и фактического премьер-министра боярина Морозова не только властолюбие, это, кстати, для государственного деятеля нормальная черта, без этого нельзя. Это дополнялось, как пишут современники, жадностью к золоту. Более того, ставленники его все тоже, видимо, злоупотребляли, были символами мздоимства. В общем, во время соляного бунта
весь народный гнев был сконцентрирован на главе правительства, боярине Морозовом и его приспешниках. Собственно, жив он остался только потому, что царь спас. Царь сам выходил к людям лично со слезами и просил пощады для своего дядьки. Мол, он мне вместо отца. Пощадите, люди добрые. Пощадили. Отправил в монастырь. Когда чуть-чуть улеглось, все-таки близкий человек, опытный. Но уже соправителем с того момента он не был. Хотя все время был при царе, при власти. Он и вместе с Никоном поддерживал освободительный поход на поляков. Вел переписку с Богданом Хмельницким. Сопровождал царя во время его военных походов и на Смоленск, и на Вильно. Но что любопытно, не занимаясь плотно государственными делами, боярин Морозов уже на старости лет неожиданно открыл в себе по-настоящему большой предпринимательский талант. И оказался невероятно предприимчивым человеком по полной программе. Ни возраст почтенный, ни болезни, ничего не могло его остановить. Он активно скупал так называемые казенные пустоши, пустующие земли. Завозил туда с Западной Руси крестьян, давал им землю, видимо, на каких-то льготных условиях, сманивал из Польши и даже не брезговал пленными поляками. То есть польской шляхте тоже предлагал крупные земельные владения у себя, ну, мол, организуйте крупное фермерское хозяйство. Завел активнейшую внешнюю торговлю. Главными торговыми партнерами стала Англия, Нидерланды. Он организовал несколько заводов: железноделательный, пивоваренный, винокуренный. А что самое интересное, редкость по тем временам, был успешным банкиром. Кредитовал разные коммерческие предприятия, ну и своих сотоварищей бояр. Короче, все были ему должны. Всем давал деньги под интерес. В конце концов, уже один из самых богатых людей России. Дожил до 70 лет. И в богатстве своем, увы, бездетный, по крайней мере, без официальных наследников, скончался. Кому досталось его богатство? Богатство его досталось ближайшему родственнику, младшему брату. А брат тоже через несколько лет умер. И вот это их совместное общее достояние переходит к сыну его брата, малолетнему, дай бог памяти, по-моему, Ивану. Но Иван-то малолетний. Молодая вдова 30-летняя – это та самая боярыня Морозова, которая таким образом становится не только одной из самых знатных, но и самых богатых женщин России. Вела она себя при всем своем немыслимом богатстве скромно, хранила траур по мужу, воспитывала сына, замуж повторно не рвалась, хозяйство огромное, много занималась благотворительностью. Ну и когда начался раскол русской церкви, попала под влияние старца Аввакума. Старец, конечно, был большим пассионарием и выдающимся, опередившим свое время оратором, публицистом, харизматичный человек. Вот под его обаяние она попадает. Жуткий он пишет боярине Морозовой письма, попрекая ее богатством, что не все она раздала нищим, попрекая ее красотой. Так и пишет: «Страшная ты, черная в душе, свои глазищи выколить должна от соблазнов. Ослепи себя, мол». Боярыня Морозова приняла тайный постриг по старому обряду. Довольно демонстративно выступала повсюду против реформы Никона церковной. Ну, в конце концов, нарвалась. И вместе с несколькими подругами, княгиней Урусовой и другими, арестована. Да, помним, да, та самая картина Василия Сурикова, гениальная. Боярыня Морозова. После ареста ее увозят из Москвы, посадят ее в земляную яму, в тюрьму. Она не отречется от старой веры ни под пытками, под пыткой голодом. За проповеди старой веры, ереси полагалось сожжение. Применялось крайне редко. Но было. Там в основном самосожжение, чем заканчивали свою жизнь убежденные старообрядцы зачастую. И вместе с княгиней Урусовой умрут самоистязания в той самой земляной тюрьме. Но человек верил. Были у него убеждения. Такой был век. Век искренней веры. За веру свою отдать все, что у тебя есть. Несколько слов о третьем герое нашего рассказа, о третьей суперзвезде
XVII века, жизнь, деяния которого оставили свой отпечаток на всей последующей истории нашей страны, вплоть до сегодняшнего дня. Но если мы назовем его имя, никто не узнает, кто это. Назвали его Никита Минов. Даже отчество мы его толком не знаем, потому что он из крестьян. Никита Минов. Это единственный случай в дореволюционной России, когда таких высот максимальных добился государственный деятель, выходец из крестьянства. Никита Минов более известен нам как патриарх, соправитель и великий государь, снова великий государь, Никон. Изначально крестьянский мальчик, сирота, жил со злой мачехой, мама умерла. Хотел юноша уйти в монастырь, по настоянию больного отца вернулся. Отец уговорил его жениться, стать священником, если уж он так близок к идее церковного служения. Вы знаете, белое духовенство – это священники, батюшки, им по канонам Русской Православной Церкви разрешено. Они обязательно имеют семью, детей. Вот уже черное духовенство – это монахи, всего себя посвящающие только исключительно служению Господу. Вот он уговорил его все-таки стать белым священником, жениться. А дальше трагедия. 3 детей, один за другим, все умерли. И тогда, где-то ему было около 30, вместе с женой они посудили, поредили, решили, что это Божий знак, наказание. Надо им все-таки уходить в монастырь. И оба приняли постриг. Он уехал на Соловки, жил в скиту один. Монахи какого-то небольшого близлежащего монастыря выбрали его игуменом. В качестве игумена он оказался по каким-то делам в Москве, где, случайно или не случайно, был принят молодым 17-летним юношей, очень религиозным царем Алексеем Михайловичем Романовым. Взрослый, опытный проповедник, игумен монастыря Никон, ему около 40 в этот момент, крепостью духа произвел на молодого царя такое неизгладимое впечатление, что царь упросил его остаться в Москве при нем и назначил главою Новоспасского монастыря. Монастырь этот и сейчас действующий, если вы там не бывали, это самый центр Москвы, на Таганке, на берегу Москвы-реки. Сходите, там очень красиво, так благостно. Новоспасский монастырь изначально находился под покровительством семьи Романовых, потому что там была родовая усыпальница, и там захоронены многие предки Романовых еще до их воцарения. В семейный Новоспасский монастырь каждую неделю приезжает царь, беседует с Никоном, и Никон все более и более овладевает сердцем и душой молодого царя. Царь направляет его сначала новгородским митрополитом, где, кстати, Никон показывает себя отличным организатором, хозяйственником, деятельным человеком, наводит порядок в богослужении. Говорят даже, что именно Никон, при нем, по крайней мере, появляется традиция устных проповедей. До того в нашей церкви священники проповеди не читали, было не принято, они только читали священное писание. А вот проповедь, обращение от себя, от сердца к пастве, в общем, европейская церковная традиция появляется у нас, начиная с Никона. Никон устраивает типографию, печатает книги в одном из новгородских монастырей, проявляет себя как убежденный борец с пьянством. Всячески борется с пьянством среди священников и монахов, а также добивается запрета на работу кабаков и по всей новгородской митрополии, в городах, в воскресенья, праздничные дни. Никому это особо не нравится. И вот во время одного из мятежей в Новгороде, уж я не знаю, по трезвому либо по пьяному делу, Никона жестоко избили. Дело дошло до царя. И, казалось бы, должен Никон проявить свою суровую мстительность. Нет. Он упрашивает царя никого не наказывать. Мол, неразумные дети покаялись, прости их, государь. И действительно, никого из мятежников, даже тех, кто избивал Никона, не клеймили и не казнили. Это о многом говорит. Он возвращается в Москву, и молодой царь уговаривает Никона принять патриаршество. Царя Никона он называет своим особенным, как тогда говорили, другом. Говорят, что вот эта модель, молодой царь и Никон, она психологически воспроизводила модель предыдущую. Царь Михаил Федорович и отец его, патриарх Филарет.
тяжела царская ноша, и Алексей Михайлович искал опытного духовного человека, искал опоры. Дела Никона в Москве вызывают изумление. Он организует перенос в Москву мощей митрополита Московского Филиппа Колычева, того самого, который пытался урезонить Ивана Грозного, и которого, по легенде, мы не знаем точно, было, не было, тут историки спорят, лично задушил Малюта Скуратов. Алексей Михайлович в Успенском соборе принародно совершает обряд покаяния за деяния своего далекого предшественника, царя Ивана Грозного. Такой ритуал царского покаяния немыслимый, даже не за собственный проступок, а поступки предков, производит на Москву невероятное впечатление. Никона тоже именуют в документах, они договорились так с Алексеем Михайловичем, великий государь, как ранее патриарха Филарета, нашего первого героя. Никон остается на хозяйстве, фактически главой правительства, когда царь уезжает из Москвы. Царь несколько раз, как мы помним, ездил в большие, длительные военные государевы походы на Смоленск, на Вильно, на Ригу. И каждый раз Никон полностью на хозяйстве. Но если Алексей Михайлович человек мягкий, не сильно администрирует правительство, Боярскую думу, приказы, то Никон деятельно всеми командует, во все вмешивается и в дела Боярской думы, и в работу приказов, чем, естественно, как любой деятельный человек, друзей не обретает. А число врагов его и обиженных множится. Став патриархом, Никон попытался развернуть и первую, наверное, в масштабах всей страны антиалкогольную кампанию по всему московскому государству. Несложно догадаться, как и у всех его последователей, мало чего из этого получилось. И уже после смещения Никона всю эту антиалкогольную историю свернули. При Никоне же появляется и уже официально оформленная на определенном месте постоянная, огороженная немецкая слобода. Целый город в городе. В немецкой слободе к моменту, когда там появился Петр I, в первый раз жило, по-моему, около 20 тысяч человек. Это большой город внутри Москвы со своими порядками, своим местным самоуправлением, своей культурой, своей архитектурой. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Никон говорил, что вот не надо. Пусть эти все протестанты, там и католики тоже были, пусть они живут там, за стеной. Конечно, в Москву пусть ходят, но ночуют там, у себя, чтобы не было дурного влияния. Такая вот изоляция еретиков. На самом деле, как мы понимаем, психологически создавала только еще больше соблазн, интерес узнать, а как они там живут. А если там все так особо, может, там лучше, чем у нас. Соблазн этот и проявился потом в интересе молодого Петра I к немецкой слободе в самой-самой, что ни на есть, полной мере. Никон активно поощрял церковное строительство. Ему мы обязаны грандиозным Новоиерусалимским монастырем, который восстановлен в последние годы усилиями попечителей Министерства культуры. Один из самых потрясающих памятников архитектуры, наверное, на Руси, церковной, ну уж точно в Подмосковье. Кто не был, обязательно в Новый Иерусалим должен съездить. Почему Новый Иерусалим? Потому что он строился, как бы копируя план основных строений и мест старого, того самого Иерусалима, на тот момент занятого мусульманами. Идея Никона какова? Почему мы строим Новый Иерусалим здесь, под Москвой, на территории третьего, последнего, единственно православного Рима? Потому что грядет второе пришествие. И не сегодня, а завтра, послезавтра Христос вернется на землю и будет судить правых и неправых. А где он остановится, если Иерусалим занят мусульманами? Ну, где-то ему надо спуститься с небес, приземлиться. Поэтому мы построим второй Иерусалим такой же. Это космодром. Пусть Христос вот оттуда прямо сюда, на нашу Русь православную. Здесь и будет вершиться суд. Здесь правда и обретется. При этом Никон, он как бы не просто заказчик. Он самым активным образом следит за строительством. Он определяет, что, где, как, по какому проекту. Поскольку много писали о его увлечении математикой, вполне возможно, что он сам и чертежи какие-то делал. И расчеты проводил. Кто его знает. В общем, в любом случае, Никон человек образованный и проделавший впечатляющий путь от крестьянского сына до широко образованного великого государя-патриарха. Всю жизнь учился, все время постигая новые горизонты знаний. Собрал в том же Новом Иерусалиме богатейшую библиотеку. И,
что интересно, совершенно неортодоксальную, показывающую широту его взглядов. Там, помимо, понятно, богослужебной литературы, были книги на греческом, на латыни, книги античных авторов, Геродота, Плутарха, Аристотеля. Интереснейшая библиотека. Никон сам пишет иконы. Освоил изготовление керамических изразцов. И изразцы Никона по его моделям украшают храмы и палаты. Открыл в Москве несколько училищ, открывал школы при монастыре. Все было бы прекрасно, но вот знаете, что говорится, горе от ума. Церковная реформа Никона до сих пор является предметом споров людей и воцерквленных, и невоцерквленных. Понятно, что тексты при многократном переписывании за века были искажены церковных книг, много было чего перепутано. Зачастую малограмотные дьячки и пономари плохо понимали церковные книги. Откуда это выражение, что ты читаешь как пономарь? Что ты бубнишь? Потому что пономарь бубнил эти церковные книги, читал, не понимая смысла. И не будучи в силах разъяснить, а в чем, собственно, суть. Начались богослужебные реформы, унификация церковных обрядов по греческим образцам, редактирование, переписывание богослужебных книг. И вот эти формальные вещи, которые нам вообще непонятно особо. В чем принципиальная разница? Ходить с песнопениями вокруг храма по солнцу, либо против солнца. Делать крестное знамение троеперстием, либо двуперстием. Для жителей 17 века это вопрос смысла жизни, вопрос спасения их души. Реформы воспринимались тяжело, но Никон был решителен, бескомпромиссен. Он опирался на поддержку царя и игнорировал растущее недовольство духовенства. Им были недовольны все. Бояре. Он все-таки чужак. Вообще, кто он такой, крестьянский сын? Им были недовольны иерархи церкви. Им были недовольны многие простые люди, которые не понимали смысла этой церковной реформы. Доволен-то им был только царь поначалу. Но все более и более, вы знаете, Никона становилось слишком много. Никон опирался на идею, что есть две ветви власти. Вот как сейчас власть разделяют на три ветви – законодательную, судебную и исполнительную. У Никона власть делилась на две ветви. Власть светскую, царскую, и власть духовную. Власть священников и патриарха. При этом духовную власть Никон ставит выше власти светской. И, конечно, то, что необычно и пассионарно звучит для молодого юноши-царя, для царя взрослого, побывавшего на войне, в походах, познавшего жизнь, этот царя уже раздражает. И неизбежно это должно было привести к конфликту с мужающим Алексеем Михайловичем. Кстати сказать, конфликт разразился вот так вот, знаете, на пустом месте, как всегда бывает. Ничтожный повод. Где-то в Москве подрались царские окольничьи и так называемый патриарший дворянин. У патриарха было свое дворянство, которое имело земельные владения и составляло окружение патриарха. В общем, сюжет Дюма: мушкетеры подрались с гвардейцами кардинала. А дальше жалобы, слово за слово. Никон требует расправы над этим царским окольничем. Царь своих мушкетеров защищает. Бояре, естественно, этот конфликт всячески раздувают. А он вас называл так, а тот о вас так отозвался. Ну, в конце концов, раззадорили обоих. Никон заявил, что все, более он патриархом служить не будет. И уехал к себе в Новый Иерусалимский монастырь. В ожидании, что вот за ним побегут. Мол, на коленях приползете просить у меня прощения. Будете просить меня вернуться. Но царь вырос. Вокруг царя было слишком много Никона. И царь не просил его вернуться. Началась странная ситуация. Патриарх вроде бы есть, но он там, где-то в Подмосковье. Обязанности патриарха никто не исполняет. Патриарший престол пуст. И длилось это несколько лет. В конце концов, не без труда собрали особый церковный собор, привезли 2 греческих патриархов, как полагается, и, сколько же можно терпеть, лишили Никона сана, сослав его простым монахом сначала в Ферапонтов, потом в Кирилло-Белозерский монастырь, туда, к старцам на Вологодчину, куда протестанта князя Хворостнина отправляли. Но в этот раз белозерские старцы с Никоном ничего сделать не смогли. Он сам кого хочешь, в чем хочешь, переубедит. Находился там в ссылке в монастыре многие годы. Царь, конечно, был человеком совестливым.
мягким. Наверное, в глубине души к Никону по-прежнему испытывал уважение. Посылал ему подарки богатые. Вообще, почитать подарки, которые ссыльному Никону в монастырь отправляет царь, вы знаете, это такая вот книга о вкусной и здоровой пище. Там тебе и стерлядь, и осетры, и всякие вкусности, калачи, и арбузы соленые. Никон то примет подарки, раздаст братьям, то откажется. То Никон пишет слезные письма, мол, все, я уже многое передумал, государь, надо нам встретиться, простите. То, наоборот, отказывается от каких-то царских жестов доброй воли. В общем, эти сложные отношения, помноженные на то, что Алексей Михайлович стал уже совсем другим, взрослым, опытным, большим государственным политиком, а Никон продолжал пребывать в этой своей гордыне, так они и длились. Вроде бы как жить ему и не мешали, но и не прощали. И в Москву не возвращали. В конце концов, уже официально он был прощен только при следующем государе, Федоре Алексеевиче. Но годы берут свое, и, будучи прощенным, по пути в Москву, Никон скончается своей естественной смертью. А раскол останется. И боярыня Морозова с сестрами и подругами своими будет далеко не единственной жертвой раскола. Поэтому горе от ума. Благими намерениями вымощена дорога, сами знаете куда. Так талантливейший человек Никон вызвал вековую системную проблему в русской духовно-общественной жизни. Сегодня у нас вторая часть беседы о суперзвездах 17 века. Суперзвездах в том смысле, что это люди, которые определяли судьбу нашей страны иногда не только своего времени, но некоторые, как патриарх Никон, например, или патриарх Филарет, на столетия наперед, либо которые прожили уже до такой степени яркую, необычную жизнь, что нельзя о них не упомянуть. И вот я пришел к какой мысли. У нас получается с вами целый учебник от 17 века, от Смуты и до Александра III включительно, до конца 19-го, почти 300 лет. Я тешу себя надеждой, что мы найдем время и продолжим наш цикл, как минимум до революции 17 года, охватим самый сложный переломный период конца 19-го, начала 20 века. Но сначала давайте закончим век 17. Он невероятно интересен. У нас со школы сформировалось такое скучноватое представление о допетровской эпохе на Руси. Все какое-то медленное, вялое, беспросветное, в общем, кондовое, пасконное и домотканное. Никакого тебе европейского драйва, никаких мушкетеров, герцогов, кардиналов, миледи, любовных интриг, великих открытий, конкистадоров и колониальных империй. Петр появился, в моем цикле в том числе петровские времена, пришла Европа, начался исторический драйв, а так тоска зеленая, ордынщина, как говорят некоторые наши популяризаторы истории, беспросветное наследие ордынской модели. Понимаете, друзья мои, это не фальсификация истории, нет. Это прямое, возможно, безотчетное программирование нашей истории, восприятия, внедрение какого-то комплекса неполноценности. В реальности все было совершенно не так, и наша история насыщена событиями, интригами, драмами, трагедиями, подвигами и нашими русскими мушкетерами ничуть не менее, чем история европейская. Вы часто пишете в комментариях, кстати, спасибо вам огромное, я все комментарии на своем телеграм-канале читаю, в сетях читают мои помощники, часто я читаю тоже, пытаюсь как-то им следовать, они помогают корректировать наш курс и делать его лучше. И сегодня я расскажу вам 3 истории, которые плачут и ждут пера романиста или сценариста. Какая там «Игра престолов», господи. Вы сейчас сами все увидите. Итак, у нас 3 героя. 3, как я их объединил, больших хитреца 17 века.
людей совершенно разных. И по статусу, и по жизненной истории своей, и по вкладу в нашу общую историю. Но жизнь каждого – это такой, знаете ли, роман. А начну с романа о Толеране. Ну, мы все помним с вами, кто такой Толеран. Служивший при нескольких французских правителях министром иностранных дел. Образец ловкости, ума, беспринципности, ну и, в общем-то, чувство предвидения грядущей ситуации. Предвидение в том смысле, что, как говорил герой Валентина Гафта, вовремя предать – это правильно предвидеть. Но Шарль Марис Толеран, переживший Французскую республику и Наполеоновскую империю, и успешно продолживший свою карьеру после падения Бонапарта, это все-таки детский сад, младшая группа, по сравнению с русским министром иностранных дел, фамилия которого навсегда забыта и знакома только узкопрофессиональным историкам, но про которого вы узнаете сегодня, которого звали Иван Грамотин. Иностранцы называли его грамматик. Грамотный был товарищ, иного не скажешь. Он побывал министром иностранных дел, главой посольского приказа, фактически, при 4 государях, а если посчитать, можно сказать, что даже при 5. Причем не последовательных, а как бы взаимоисключающих друг друга. Если мы посмотрим с вами большую российскую энциклопедию, то увидим: Иван Грамотин при Борисе Годунове исполнял обязанности главы посольского приказа в чине дьяка. Затем при Лжедмитрии уже как думный дьяк с теми же обязанностями. При Шуйском, правда, был отправлен в провинцию. Шуйскому он тоже присягнул после Лжедмитрия. Но из провинции смылся и оказался у Лжедмитрия II, которому тоже присягнул и тоже ведал иностранными делами. Затем при Семибоярщине уже полноценный, без приставки ИО, министр, глава посольского приказа, работает в Кремле. Затем работает на поляков, на Сигизмунда. И при Михаиле Федоровиче Романове дважды с перерывом глава посольского приказа. Давайте немного по порядку, потому что вот такую биографию понять просто невозможно. Как такое может быть в принципе? Дьяк, руководящий внешней политикой при Годунове. Годунов умирает. Грамотин присягает Лжедмитрию I и входит в круг его доверенных лиц. После Лжедмитрия I его свержение присягает Шуйскому. Шуйский отправляет его в Псков. Он из Пскова уезжает. Ну, скучно, наверное, в Пскове работать. Поэтому из Пскова он уезжает к Лжедмитрию II, Тушинскому вору. Отличился там во время осады поляками Троице-Сергиевой лавры, потому что именно Иван Грамотин был послан Тушинским вором уговаривать монахов сдаться. Ну, они пообещали, что если он попадется им в руки, они его вздернут прямо там где-то на зубцах. Ну, ничего, вернулся. Переметнулся к полякам и стал главным советником поначалу польского гарнизона, пока они там сидели в Кремле, а затем фактически главой иностранных дел Семибоярщины. Потом каким-то чудодейственным образом переехал служить к Сигизмунду. То есть он сначала поехал в составе посольства русского, того самого, вместе с патриархом ненастоящим Филаретом, на тот момент еще не настоящим, договариваться о заключении мира. И хотя Филарет и других членов посольства Сигизмунд арестовал и отправил за решетку в Польшу, однако Ивана Грамотина он не только не задержал, но наоборот приблизил к себе, взял на службу. А потом Иван Грамотин всплывает уже во время выборов царя на Земском соборе в качестве личного представителя царя Сигизмунда. И активно ведет избирательную кампанию, как бы сейчас сказали, топит за королевича Владислава. Как это возможно? Почему все арестованы, а Иван Грамотин становится личным представителем короля, можно только догадаться. Что его должно было ждать после воцарения Михаила Федоровича, мы понимаем. В лучшем случае Сибирь, а в худшем, наверное, виселица. Но чудеса еще случаются. И Иван Грамотин вчера еще, служащий польского короля, после воцарения Михаила Федоровича прощен, возвращен на службу и обратно направлен руководить в посольский приказ. Вот он руководит, прогрессивно руководит. При нем, кстати, начали не издаваться, правильно писать, писаться. Это была рукописная газета. Те самые куранты, как дайджест мировых СМИ.
изготавливается посольским приказом и в штучных экземплярах рассылаются государю, членам Боярской думы. Ну вот возвращается, наконец, из плена Филарет из польского. Он-то помнит этого грамотного Грамотина. Отношения у них, судя по всему, не очень складываются. И спустя какое-то время все-таки Грамотина смещают по инициативе Филарета. Ну, обвинения какие? Через 300 лет сказали бы, что он польско-японский шпион. Тогда до такой ереси не доходило, поэтому обвинили его скромно в колдовстве и чернокнижии. Но, опять же, ни дыба, ни костер, а ссылка в деревню в глушь, в Чувашию. Посидел он в Чувашии какое-то время, пока не скончался Филарет. И опять вернулся в Москву, и опять на министерское кресло. И опять глава посольского приказа, руководитель внешней политики. Как такое возможно? Перечислим еще раз. Годунов, Лжедмитрий I, при Шуйском на другой должности, Лжедмитрий II, польский король, Романов раз, Романов два, и все время во главе МИДа. Официально, либо полуофициально. Кстати сказать, именно Грамотин открыл первое посольство. Называлось это первая постоянная резидентура. Не Петр I, Грамотин. И появилась эта первая постоянная резидентура в Стокгольме, в Швеции. Шли интенсивные обмены, не только торговые, главным образом интенсивные военно-политические переговоры между Россией и Швецией. Ну вот только потом, когда Грамотин умер, эту инициативу свернули. И постоянное посольство закрыли. Считается, если почитать некоторых наших историков-либералов, что Грамотин был совершенно уникальным переговорщиком, благодаря чему всеми властями, друг друга сменявшими, был оценен. И якобы именно Грамотину принадлежит заслуга личного подкупа короля Владислава. Это правда. Правда в том смысле, что король Владислав, невозможно в это поверить, взял от московского царя взятку. После тяжелого поражения армии Шейна, конечно, не по вине Шейна, мы об этом разговаривали, под Смоленском во время попытки нашего первого реванша Смоленской войны, я отсылаю вас к нашим рассказам о Михаиле Федоровиче Романове, после этой войны, в принципе, условия мирного договора были очень лояльны по отношению к России. По идее, поляки, нанеся такое сокрушительное военное поражение, могли выторговывать значительно большего, но не стали. Почему? Потому что в уникальном польском государстве были разные карманы. Был царский карман и был карман правительственный, шляхты, сейма, бюджет. Король польский очень нуждался в деньгах. У него была масса личных обязательств, в том числе и перед армией. Поэтому король польский согласился тайно от правительства принять себе лично 20 тысяч рублей серебром от Кремля и подписался под более выгодными, чем мог бы, условиями договора. Такая личная взятка якобы была делом рук Ивана Грамотина, является пиком его дипломатической карьеры, поскольку надо было умудриться так договориться. Опять же, по итогам проигранной войны. Мы полазили по документам и выяснили, что в составе посольства московского, которое вело переговоры с поляками, были следующие товарищи. Бояре Шереметьев, Львов, Проистев и дьяки Нечаев и Прокофьев. Вот пофамильно весь состав посольства. Фамилия Грамотина никакими документами, увы, не подтверждается. Видимо, все-таки это заслуга не его рук дело. Но, тем не менее, человек уникальный. Двор Грамотина, думного дьяка, располагался прямо около Кремля. Прямо рядом с посольским приказом. Ну, чтобы далеко на работу не ходить. Поэтому он постоянно возвращался в один и тот же офис. Каждый раз спустя годы. Считался одним из самых богатых чиновников. А кроме того, удачно женился. Женат он был на девушке по фамилии Милославская. И вот именно он и стал тем человеком, помните, я говорил вам о том, что главный принцип карьерного продвижения на Руси 17 века, и не только на Руси, это принцип родственных связей. Грамотин был тем самым человеком, который вытащил семью Милославских в центр, в Москву, в Кремль. И вот через Грамотина Милославские уже задружились с боярином Морозовым, а две красивых девушки-сестрички стали, соответственно, одна царицей, супругой Алексея Михайловича, наследника, а вторая сестра супругой премьер-министра
боярина Морозова. Так клан Милославских оказался при власти на долгие десятилетия. И потом будет определять всю интригу. Стрелецкий бунт, Софья, Петр. Это все схватка между Милославскими и Нарышкиными, ну и другими родственными кланами. А у истоков этого русский Толеран Иван Грамотин, он же Грамматик, который очень ждет своего Дюма. Иван Грамотин такой гвоздь. Наш Дюма мог бы повесить столько картин. Вперед, друзья мои, попытайтесь. А теперь пару слов о другом хитреце 17 века. И тоже, кстати, дипломате, как и Иван Грамотин. Но таком хитреце, который, в общем, сам себя перехитрил. И жизнь которого интересна, поучительна, полезна для изучения. Но, честно говоря, никак не может стать примером для русского человека. А человек этот был неординарный. Звали его Григорий Каташихин. 1630 года рождения, то есть практически ровесник царя Алексея Михайловича. Если князь Курбский Андрей, уезжая к полякам и потом служа польскому королю, командуя войском, он еще в понятиях того времени не был государственным изменником. Он изменил лично царю Ивану Грозному. Это была личная измена, и так это воспринималось. Тогда еще бояре могли со своим двором переехать от одного сюзерена к другому. И отношение к этому было, конечно, сложное, но неоднозначно. Вот Григорий Каташихин родился, вырос и перебежал на иностранную службу за деньги, когда это уже считалось полноценной государственной изменой. Поэтому он настоящий предатель, иноагент и релокант. Как это случилось? Ну, давайте расскажу по порядку, поскольку при всем при этом человек неординарных способностей, не из знатных родов, поступил на службу бюрократическую. Сначала управление делами президента, то есть в приказ Большого дворца. Потом, видимо, как толкового, перевели его в Министерство иностранных дел, в посольский приказ. Документы готовил. Блестящий почерк, высокая грамотность. В те времена это очень и очень ценилось. И вот он в этом МИДе рос и дорос до чина подьячего. Подьячий сегодня руководитель департамента МИДа. Ну, где-то так. В этом чине отправляется он в Стокгольм во главе посольства. Везет царскую грамоту, наш экземпляр мирного договора со Швецией. Там его принимают с большим почетом. Он все-таки руководитель посольства. Специальный корабль был выделен ему. Хорошо накрывают, вкусно кормят, проявляют почет и уважение. Очень понравилось ему, видимо, в Швеции. И вот он вернулся, а в Москве как-то все не так. То ли карьера застопорилась, то ли обиделся он. Вспомнил обиду молодости, как высекли его батагами. Вы знаете, будучи еще молодым писарем, Гриша Каташихин совершил страшную ошибку в документе. В официальной грамоте, описывая титул Алексея Михайловича, пропустил одно слово. Не просто слово. Пропустил слово «государь». Алексея Михайловича сразу началось там что-то такое. Но вообще-то по соборному уложению 49 года за подобного рода ошибку полагается смертная казнь. Потому что это страшное унижение царского достоинства. Строгость законов у нас была, но и здравый смысл был. Поэтому, конечно, не казнили молодого писаря, а так высекли батагами. А в нравах того времени это даже оскорблением-то не считается. Ну, вот как сейчас, 15 суток отсидеть. Неприятно, но не страшно. Может, обида вспомнилась. А может быть, сыграла свою роль, что его отец, он был келарем, то есть казначеем одного из монастырей, был обвинен в стяжательстве, взяточничестве, было расследование, и конфисковали собственность, включая дом самого Гриши Каташихина, потому что дом этот ему отец на него переписал,
отобрали его в счет якобы украденного, а потом выяснилось, что вроде как, если и было украдено, и какие-то были недостачи, то не так много, но дом Каташихину не вернули. Ну, в общем, разобиделся он на власть. А от обиды до измены, вы знаете, один шаг. И вот уже шведский посол встречается с Каташихиным и просит его за вознаграждение, естественно, поделиться планами, чего хочет Россия, чего она хочет добиться как задача максимум и задача минимум на очередных переговорах по спорным территориям между Россией и Швецией. И Каташихин за мзду и из обид все, что знает, шведскому посланнику сливает. Что, естественно, сильно осложняет нашу переговорную позицию, потому что шведы уже знают, что можно требовать наверняка. Каташихин получил за это 40 рублей от шведов. Двухгодовое жалование подьячего посольского приказа. Хорошие деньги. Правда, европеец не был бы европейцем, если бы не списал под это дело якобы 100 рублей серебром, который он заплатил Каташихину, 60 положил сразу себе в карман. Ну, тут, как говорится, ничего не меняется. Об этом никто не узнал. Во время войны Каташихина посылают с какими-то поручениями в действующую армию, но там он перебегает на сторону поляков. Польский король распорядился такого ценного сотрудника-информатора взять себе на службу в канцелярию. Однако война с Польшей идет к концу, начинаются переговоры о мире, и Каташихин предвидит, что в рамках этих переговоров, может быть, польский король выдаст его обратно. А там уже церемониться с ним не будут, потому что он уже дважды изменник. Поступая на работу в посольский приказ, каждый чиновник на кресте клялся, что никогда не выдаст никакой информации противникам, иностранцам, и никогда не перейдет на иностранную службу. И получается, это крестное целование дважды Каташихин как минимум уже нарушил. Поэтому от польского короля он тоже бежит. И там как-то через Нарву нарисовывается в шведских владениях, просит политического убежища в Стокгольме. Наши узнали об его перемещениях, требовали выдать. Дело Каташихина рассматривалось на уровне правительства Швеции. Те пообещали не выдавать, но взамен попросили написать правдивое описание Московии, подробную книгу, как там в Московии угнетают свободу, вообще изложить все тайны. Все, что знает о жизни двора Алексея Михайловича. И Каташихин взялся за это свое литературное произведение. Книгу написал. Книга серьезная. Если бы дело происходило сейчас, наверняка Каташихин претендовал бы на Нобелевскую премию. По литературе, вы знаете, в последнее время это довольно странная премия. Зачастую вручается по довольно странным принципам. И как бы даже не совсем писателям. Вернемся в 17 век. Тогда Нобелевки не было. Поэтому Каташихина в награду зачисляют с большим жалованием в архив шведского МИДа, выплачивают ему гонорар. Желая, кстати, угодить заказчику, Каташихин в этой книге бичует, наотмашь обличает царящие в России невежество, безнравственность и прочее, прочее. Но это все по большому счету ерунда. Самая ценная часть книги – это подробный рассказ о русском войске, количестве, гарнизонах, размещении, бюджетах, вооружении, численности. Поэтому, когда шведы-заказчики это прочитали, они хотели сначала книгу издать, использовать как пропагандистский материал, рассылая по Европам, мол, святое дело воевать с такой дикой невежественной страной. Но смекнули, что слишком много в ней полезной информации, практической, поэтому книгу издали в нескольких экземплярах, ДСП. Ни с кем из европейских конкурентов делиться этой военной информацией шведы не захотели. А Каташихина поселили в доме шведского сотрудника МИДа, деньги заплатили, и он начал с размахом отмечать свой литературный успех. Ну, в общем, во время какой-то попойки схлестнулся с хозяином дома, таким же мидовцем. Тот подозревал его в том, что Каташихин соблазнил его супругу. Слово за слово. Пьяная драка. И вот таким вот стилетом, несколькими ударами Каташихин своего хозяина и умертвил. Ну а далее самый гуманный суд в мире, шведский уголовный, и Каташихину приговор отрубили голову. Имущество, видимо, в утешение каташихинское и все заработанные серебряники достались решением суда вдове убитого шведа. Труп
Каташихина препарировали в университете Упсалы публично в рамках анатомического театра перед студентами. А скелет потом передали университету, где он на протяжении долгих десятилетий служил как анатомическое пособие. Такой печальный конец самого известного релаканта 17 века. Скелет как пособие студентам, и нет даже могилы. Книга Каташихина, отпечатанная, повторюсь, в ДСП в нескольких экземплярах, так и держала шведами в секрете. В архивах лежала аж до 19 века. Потом ее обнаружили, сверили, кстати, почерк, провели целое расследование, потому что в Москве сохранились грамоты, писанные Каташихиным. Почерк идеальный. Тот же самый. Подтвердили таким образом авторство. При Николае I заказали копию, уже перевели ее и издали. С тех пор историки используют эту книгу как ценный источник о жизни Московии 17 века. Так что с паршивой овцы некая польза обнаружилась. Большой письменный документальный источник о подробностях жизни двора. Ну, собственно, я в рассказе о быте Московского государства 17 века, в том числе и трудом Каташихина, тоже пользовался. Так что хоть шерсти клок. Такой сам себя перехитривший был хитрец. Судьба релаканта. И, наконец, друзья мои, пару слов о самом знатном, дородном и серьезном из хитрецов 17 века Никите Ивановиче Романове. Как несложно догадаться, исходя из отчества и фамилии, это был родственник правящего царя, обоих царей, и Михаила Федоровича Романова, и Алексея Михайловича Романова. Выстроим древо. Патриарх Филарет, отец Михаила Романова. У патриарха Филарета был брат Иван. Соответственно, Никита Иванович Романов приходился племянником патриарху, то бишь двоюродным братом, кузеном первого царя Михаила Романова и, соответственно, дядей, родным, двоюродным дядей Алексея Михайловича Романова. То есть не путаем. Боярин Морозов дядька, воспитатель, а вот Никита Романов дядя Алексея Михайловича. Ну и, конечно, как дядя, он претендовал на особое положение, на почет, уважение, место в Ближней Думе, в правительстве. И больше всех его возмущал и бесил вот этот выскочка дядька, даже не родственник, захвативший все важные посты, боярин Морозов. Если вспомним классику, да, есть партия Его Величества и есть оппозиция Его Величества. Как в Англии. Партия Его Величества, предположим, Тори, консерваторы, а оппозиция Его Величества – это Виги, либералы. Сейчас маленькая партия осталась от Вига. Сейчас в Англии главная вторая партия – лейбористы. А раньше были либералы. Но они периодически меняются местами. И те, и другие государю лояльны. Но борются за власть и друг против друга. Видите, отдаленную вам провожу аналогию, чтобы вы никаких аналогий с Государственной Думой современной не проводили. Во все времена, во всем мире всегда примерно то же самое. Никита Иванович Романов – это оппозиция Его Величества. Он хитрил, он бесконечно интриговал против боярина Морозова. Потом он интриговал против преемников боярина Морозова. То есть это, опять же, вспомним Дюма. У Дюма ведь помимо «Трех мушкетеров» есть еще замечательная серия романов «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «45» там и так далее, где описываются времена французской фронты, знатных герцогов, родственников королевской фамилии, которые интригуют и всяческими способами, в основном достаточно подлыми заговорами, борются за власть. Московская фронта, она все-таки была поприличнее. Она против царя не боролась, но против другой партии боролась бесконечно. Пересказывать это я вам не буду. Это рассказ будет на много часов. Фрондировали они, партия Никиты Романова, не открыто. Мятежей не поднимали. Но писали письма, сидели у себя в поместьях. Когда обижались, то по царскому вызову ко двору ездили неохотно. Когда приглашали их на охоту, значит, приглашение принимали через губу. Жаловались постоянно на немощи, болезни. В общем, хотя человек был крайне амбициозный и деятельный, Никита Романов, но у него было огромное количество способов продемонстрировать, что он обиделся, что честь рода его поругана.
ну, например, на Боярской думе, если ты недоволен тем местом, на которое тебя посадили за стол, то можно пойти драться и за бороду кого-то таскать. Не по чину сидишь, а можно фрондировать интеллигентно. То есть с лавки слезть и сесть под стол. И весь обед сидеть под столом, высказывая тем самым свое презрение всем окружающим и гордость. Никита Романов был из числа тех, кто фрондировал подобным образом. Но самое забавное, что все это фрондерство сходило ему с рук. И при этом он демонстративно не обращал внимания ни на окрики, ни на жалобы. Постоянно жаловались на него церковники. Мол, отходит от стародавних обычаев, открыто общается с немцами, с иностранцами. То есть у него фрондерство было таким западным. Он демонстративно был поклонником немецкой музыки. У него иностранные музыканты играли. Он демонстративно в те времена, представьте себе, середина 17 века, не только сам одевался в польское платье. Никита Романов весь свой двор, всех слуг одел в иноземные ливреи. Так что послы, оказавшись у него, не могли понять, то ли они в Бранденбурге, то ли, может быть, даже в Париже, потому что все иноземно красиво. Разве что париков нету. Все разодеты. Колымаги свои Никита Романов заказывал, богатый человек, исключительно иноземным мастерам. То есть в ту эпоху, когда позволить себе дорогую рессорную подвеску мог, наверное, только государь, у Никиты Романова весь автопарк дорогие иномарки. А вершиной фрондерства демонстративного было приобретение в Англии по спецзаказу для речных прогулок. Выходов к морям-то у нас, кроме Архангельска, тогда не особо, до Каспия. Так вот, для речных прогулок по Москве-реке заказ английского парусного бота купил за границей. Ну, вот такая яхта «Эклипс» в понятиях того времени. И рассекал под парусами Никита Романов. Считается, что он был не женат. По крайней мере, детей признанных официальных у него не было. Поэтому все богатства главного оппозиционера Его Величества и фрондера, великого западника, достались после его смерти царю, как родственнику. Золота, серебра было у оппозиционера немыслимо. Оппозиция совсем не нищенствовала. В подвалах нашли опечатанные мешки, набитые золотыми и серебряными монетами с печатями 1620 года. То есть четверть века пролежали деньги в мешках, невостребованные. Никто не считал, тратить ему было не на что. Деньги достались казне, съестные припасы, включая деликатесы, например, бочонки с лимонами. Съестные припасы Алексей Михайлович приказал раздать по монастырям и тюрьмам. Думаю, что зэки 17 века более всего радовались скоропостижной кончине главного боярского оппозиционера. Раздавали на помин души, естественно, как полагается. Монастырям отказали, как-то говорили, многие земельные владения боярина. Но одно маленькое сельцо очень понравилось Алексею Михайловичу. И он в качестве наследства забрал его себе под загородную резиденцию. Сельцо это называлось Измайлово. Да, это нынешний район московский Измайлово. И вот, собственно, ради этого я вам и рассказал короткую историю про богача и фрондера Никиту Романова. Потому что в этом сельце спустя много-много лет в каком-то сарае лежал старый английский бот парусный, потому что толком, как управлять парусами, никто не помнил. В этом сарае его благополучно и нашел молодой царь Петр. И вот этот вот английский бот или ботик Петра, как мы сейчас его называем, и стал главным вкладом Никиты Романова в историю России. А как повернулась бы вся наша история, если бы Никита Романов не покупал иностранные авто и не заказал себе английскую яхту? Как бы пошла наша история России вся? Никто не знает. Можете пофантазировать. Спасибо вам за любовь к русской истории. В следующий раз мы поговорим о сподвижниках Алексея Михайловича, о людях, которые строили государство. Они не были соправителями, они были, наверное, помощниками его, но делали это знатно и успешно.
Мы продолжаем нашу суперсерию рассказов из русской истории, а внутри нее маленькую серию из 3 рассказов о ярких, неординарных людях 17 века. Мы назвали ее «Суперзвезды», подразумевая, что есть монархи, а есть еще и невероятного масштаба фигуры, определившие ход развития нашей истории, бывает, что и на века вперед. А хотелось мне с самого начала назвать ее «Добрые люди 17 века». Но не получается, потому что, в общем-то, кто-то из них был более добрым, кто-то менее, кто-то позлее, кто-то похитрее. Все люди разные, и с этим не поспоришь. Но все это люди очень и очень необычные. И хорошо, когда мы знаем чуть больше, чем набивший оскомину Стенька Разин, ну или приятный во всех отношениях Алексей Михайлович Тишайши, которому мы посвятили 2 отдельных встречи. Итак, сегодня разговор о сподвижниках. Сподвижниках, ну, так получится, главным образом Алексея Михайловича, людей, которые вместе с ним руководили государством. А если останется время, еще про одного героя расскажу отдельно, в заключение. Но перечисляя подвижников, я долго, честно говоря, не мучился с выбором, а взял те фигуры, которые по праву, пройдя все фильтры времени, оказались увековеченными на памятнике тысячелетию Руси в Новгороде. Либо в блоке «Государственные мужи», либо даже в блоке «Просветители». Первый из них, безусловно, Афанасий. Ордин Нащекин 605 года рождения прожил долгую жизнь, 75 лет. И канонический портрет его вот такой сугубо московско-боярский, в шубе, высокой шапке, с длинной бородой. Казалось бы, очень патриархальный образ. Но человек был совершенно другой. Яркий, талантливый, образованный, очень передовых взглядов, во многом опережавший свое время на поколение. Как писал наш любимец Ключевский, это, кавычки, «самый замечательный из московских государственных людей 17 века». Стартовые возможности его очень скромные. Городовой дворянин из Пскова. Небольшой провинциальный город. Очень низкий старт, но дослужился до боярина, до министра, до одного из руководителей московского государства. Знал множество языков. Это для допетровской Руси непривычно, особенно у бояр. Причем какие языки? Латынь, немецкий, молдавский, ну, польский, само собой. При том, что обычный карьерный лифт, я об этом говорил в предыдущих сериях, карьерный лифт 17 века всегда опирается на родственные связи. Родственники вытягивают своих в Москву, двигают, опираются на клан. Но у ордена Нащекина, как, кстати, у патриарха Никона, никаких родственников в Москве не было. Они пробивались сами. Дипломат. Вел трудные переговоры с Польшей до самого Андрусовского перемирия. Выторговывал Киев. Собственно, Киев, оставшийся как бы в аренде, в длительном пользовании московского государства после кровопролитной долгой войны с Польшей и Швецией. Торговался потом и со Швецией, вел переговоры. Так получилось, что, наверное, по итогам успешной дипломатической работы дипломата ордена Нащекина царь особо выделяет его и назначает главой сначала малороссийского приказа, то есть Министерства по делам Украины, как бы сейчас сказали, Малороссии, а потом и посольского приказа, Министерства иностранных дел. В семье ордена Нащекина дети воспитываются в современном духе. Иностранные учителя поляки, иностранные книги, вот этот флер каких-то красот невиданных, которые скрываются за рубежом. И вот побочный эффект, о котором я рассказывал. Сын ордена Нащекина бежит за границу. Орден Нащекин, к слову сказать, из первых чиновников государства. Так мало того, что бежит за границу, бежит к врагу, к Польше. Он отлично знал польский язык. Так мало того, что бежит в Польшу, бежит еще, взяв с собой круглую сумму денег, которые потом пришлось возмещать, денег казенных. Вот кажется ему, что счастье, свобода, красота и все перспективы в Европе. Ну, что бы ждало чиновника нашего 20 века в такой ситуации? Ну, я думаю, что в гуманные
брежневские времена позорная отставка, исключение из партии и доживание где-нибудь на отшибе на частной даче, потому что служебную бы сразу отобрали у такого незадачливого члена ЦК. Ну, в сталинские времена, понятно, лагеря, всей семье, Алжир, это в лучшем случае, я имею в виду казахстанские, лагерь жен и родственников врагов народа. В 17 веке как-то было с этим помягче, и Алексей Михайлович пишет своему помощнику пространное письмо, утешает его, не только не обрушивает кары, утешает, мол, сын, кавычки, полетает, как и птица бывает, улетает из родительского гнезда, полетает, посмотрит мир, как хочет его, да потом в гнездо родительское и вернется, так и он вернется рано или поздно. Алексей Михайлович оказался не только добрым, но и дальновидным начальником. И действительно, что сначала был недоволен, как обходятся с ним поляки. Он ожидал совершенно другого приема и другого воздаяния своим, как ему мыслилось, неоцененным на родине талантом. Поэтому из Польши он тоже удрал в Австрию, из Австрии в Данию, не поверите, из Дании во Францию. Был обучен даже столь экзотическому для Руси 17 века языку, как французскому, но и во Франции ему не понравилось. И в конце концов, с понурой головой, покаявшись, возвращается он домой, падает в ноги отцу и государю. Отправили в монастырь, помолился там немного, успокоился, а потом и вовсе вернули ему высокий чин стольника и назначили воеводой в один из дальних городов. Все, мол, дружок, поработай. Таковы были нравы Алексея Михайловича. И так закончился казус сына ордена Нащекина. Счастливо закончился. Где-то между министерскими назначениями орден Нащекин получил временно пост погубернаторствовать у себя на родине, в Пскове. И развернулся там по полной программе, потому что все-таки министерская должность, поверьте мне, я знаю, ты как бы винтик в системе. Конечно, это очень важный винтик, большой винтик и нужный винтик, но это все равно механизм. Если ты будешь крутиться не в ту сторону, не так, либо поперек, то, в общем-то, вреда от этого может быть больше, чем пользы, потому что механизм придет в негодность. Надо, стараться совершенствовать свою работу в рамках сложившейся системы. А вот в те времена псковский наместник – это гораздо больше свободы. Казалось бы, далеко там от Москвы, от принятия решения, но ты сам себе хозяин. Это не сейчас до Пскова 7 часов на машине. А тогда добираться неделю, а то и более, да если доберешься. Поэтому орден Нащекин неожиданно показал себя предприимчивым и очень дельным администратором. Он первым делом собирает псковскую знать, так сказать, первых мужей, торговых, дворян, и говорит, давайте делать городское самоуправление. То есть что-то типа Псковской гордумы. Будем с вами сами определять местное разложение налогов. Вам виднее. Будем также вместе, как гильдия общая псковская, лоббировать наши коммерческие интересы, в том числе в части как внутренней, так и зарубежной торговли. В общем, поддерживал купцов. Многие судебные вопросы были также отданы на веру обществу, вот этим лучшим людям. Они лучше знают, как правильно судить по государевым московским законам. Предлагал довольно толковые бизнес-модели. И это все меньше, чем за год своего наместничества. Потом его опять забирают в Москву. И, к сожалению, как это часто бывает, следующий губернатор все его благие начинания в духе регионального самоуправления свел на нет. Пусть оно будет как-то там по старинке. Буду ждать царевых указов и со звериной яростью их воплощать в жизнь. Орден Нащекин. Администратор, министр и дипломат профессиональный. При всем при этом мозги на месте у человека. Толковый предприниматель. Точнее говоря, толковый организатор бизнес-процессов. Вот когда ему давали полномочия, как, например, в части составления новоторгового устава, пережившего ордена Нащекина на несколько поколений, вот тут он был на высоте. Протекционизм, или, как говорят в Европе, меркантилизм, современные принципы, которыми руководствовался орден Нащекин, за что ему, в общем, наше купечество было очень и очень благодарно. Ему же принадлежал, например, план, нетривиальная бизнес-идея,
экспорта персидского шелка путем организации его постоянного транзита из Астрахани. В Астрахани закупались оптом персидские шелковые ткани. По Волге дешевое плечо транспортное. В Архангельск, там часть по реке, часть Вологом. И в Архангельске сбыт шелка уже русскими купцами в Англию. Крайне доходное дело было налажено. Для охраны этих шелковых караванов задумывался военный флот. Тот самый знаменитый фрегат «Орел». Ну, фрегат, бригантина, неважно. Не будем сейчас цепляться к флотской классификации военных судов. Большое европейское многопушечное судно «Орел» как раз предназначалось для охраны этих шелковых караванов. Все это должно было обеспечить безопасный и эффективный торговый транзит, то есть такой путь из Варяг в Персы. Кстати, недавно видел почтовые марки, портрет ордена Нащекина, опять же шапка, борода. Выглядит он совсем не по-современному. Дух, мозги современные были. А почтовая марка была выпущена к юбилею, по-моему, московского главпочтамта. Оказывается, стоит у истоков почты. Ну, понятно, что почта это со времен Чингисхана на Руси работала весьма эффективно, гораздо эффективнее, чем в Европе, вызывала восторг всех иностранных путешественников. Но постоянные, такие как бы чартерные, регулярные почтовые рейсы между Москвой, Ригой и Москвой, Вильно, крупнейшим немецким и, соответственно, литовским городом, организация этого постоянного почтового сообщения – это заслуга ордена Нащекина. Поэтому наши почтовики, наверное, не без оснований считают его одним из основателей московской почтовой службы. В отставку орден Нащекин ушел сам. Подал челобитное заявление по собственному желанию. Ну, конечно, наши либеральные историки приходят от этого в невероятнейший восторг, каждый раз указывая непременно, что такие случаи с таких постов и должностей отставки всегда носили на Руси исключительный характер. Это, конечно, не так, но факт остается фактом. Войдя в разногласия с царем по каким-то внешнеполитическим вопросам, глава МИДа орден Нащекин, уже не молодой человек, наверное, и здоровье тоже сказывало, 66 лет, пишет заявление и спокойно уходит с этой руководящей должности. Ни в опалу, ни в куда. Ну, куда можно уйти, когда тебе уже под 70? Уходит в монастырь. Но монастырь не скучает. Нет, он занимается большими благотворительными проектами. Строит церкви. Скажу, человек был не бедный к тому моменту совсем. Создал больницу для бедных. Устроил монастырь в своем родном селе Любятово под Псковом. Сейчас-то в черте Пскова там какая-то шоколадно-конфетная фабрика печенья. Вот орден Нащекин оттуда родом. Построил там монастырь. В общем, вел активный образ жизни прогрессивного пенсионера при монастыре. Один раз его даже призвали на госслужбу обратно. Выдернули. Когда начались переговоры с поляками, требовали они крайне жестко вернуть таки Киев, ибо Киев мы у них зажали и не возвращали. Помог новому главе русской внешней политики, князю Голицыну, отбиться от польских притязаний, напомнил им все прежние договоренности, засвидетельствовал и, в общем, твердо стоял на том, что Киев наш и иному не бывать. Вот так. Что касается западничества ордена Нащекина, этим восторгались, конечно, наши лучшие либеральные историки XIX века, такие как Ключевский. Вот Ключевский писал: «Внимательное наблюдение над иноземными порядками, привычка сравнивать их с отечественными сделали Нащекина ревностным поклонником Западной Европы и жестоким критиком отечественного быта». Великий историк хотел видеть в ордене Нащекине своего единомышленника, западника-либерала времен XIX века. Но на самом деле западничество Нащекина было проявлением, особенно в будущем, классической болезни русской интеллигенции. Он плохо представлял себе реальную жизнь на Западе. Не туристическую, не дипломатическую картинку, а реальную жизнь. И он рисовал себе такой идеализированный, существующий только, в общем-то, в его воображении Запад. А критиковал домашние порядки, отталкиваясь не от реального сопоставления жизни там и здесь, ибо жизнь там он не знал, а отталкиваясь от этой самой идеалистической картинки. При этом слабо понимая, что на самом деле этот идеал
никакого отношения к западному не имеет. Это именно порождение его же русского представления о добре, зле, о правде и кривде. Сын вот его, столкнувшись с реальной жизнью на Западе, как-то довольно быстро, несмотря на молодые годы, разочаровался. И такова была правда того времени. А идеи же ордена Нащекина были вполне прогрессивными, и во многом он предвосхитил реформы Петра. И он был бы сторонником реформ Петра, если бы жил позже, что нужно реформировать армию, приумножать число полков нового строя, делать армию регулярной, отказываясь от поместной дворянской конницы и ополчения, что нужно строить военный флот полноценный, что нужно реорганизовывать местное самоуправление, госустройство. Вот это все реформаторство по сути у ордена Нащекина не подменялось реформаторством по форме, которое, в общем-то, Петру, наверное, в большей степени вредило, чем помогало. Орден Нащекин ходил с традиционной русской окладистой бородой, в высокой меховой шапке, и это ему ничуть не мешало. Вот так Петр в этом плане был человеком другого склада. Но так либо иначе, запомним эту замечательную фамилию очень прогрессивного и умного человека. Ордена Нащекина на памятнике тысячелетия России, он по праву в числе государственных деятелей. Второй герой нашего рассказа – еще один сподвижник Алексея Михайловича и, более того, мне кажется, его личный друг Артамон Матвеев. Ну, во-первых, они с царем почти ровесники, плюс-минус пара лет. Начинал он как-то скромно. Многие годы стрелецкий полковник в походах военных с царем. То там, то под Смоленском, то под Львовом. Да, у нас был поход на Львов. Не очень удачный, мы потом отступали. И вот в арьергардом отступающих войск успешно командовал бравый стрелецкий полковник Артамон Матвеев. Получает разные поручения от царя, не только военные. Он дипломат, договаривается с Крымом об обмене пленными. Вот он ездит послом трижды к Богдану Хмельницкому, ведет тайные переговоры о переходе войска Запорожского от польской короны к московской. Кстати сказать, отчеты все царю он пишет шифрами, тайной азбукой. Они вот договорились так с Алексеем Михайловичем. Прощаясь мог только царь и Матвеев. Кстати, не случайно, может быть, потом, когда все это дело с воссоединением Малороссии с Россией завершилось, и когда образовалось Малороссийское подворье и Малороссийский приказ, Министерство по делам Малороссии, все это находилось прямо рядом с домом Матвеева. Он потом возглавит этот малороссийский приказ после ордена Нащекина, и тоже ходить ему на работу будет недалеко. А находилось это, несложно догадаться, где. Есть такая улица в центре Москвы, от Старой площади к Бульварному кольцу, Моросейка. Моросейка – это Малороссейка, то есть Малороссийская улица. Можно было бы назвать ее Украинка, но тогда слов таких в обиходе не было. Поэтому Малороссейка. К концу правления Алексея Михайловича этот хитрый политик, он из стрельцов, поэтому у Матвеева отличные отношения со стрельцами, он свой, как бы ветеран Афганистана, он вообще свой, он человек военный. С боярами он дослужился, получил чин боярина, у него с боярами хорошие отношения, потому что тоже они понимают, близок к государю, нос не задирает, ведет с ними ровно, с древними боярскими родами. У него хорошие отношения с семьей царской, на каком-то этапе особо хорошие отношения. И вот он уже в последние годы был, по сути, вторым человеком государства, чему есть достоверные подтверждения важнейших документов, кои оглашались следующим образом. Они подписывались, кавычки, по указу великого государя и по приказу боярина Артамона Сергеевича Матвеева. Вот так. Историки вообще давно подметили, что личные отношения Тишайшего и Матвеева хранят какую-то загадку. Пытаются объяснить это, может быть, тем, что, может быть, Артамон Матвеев был в числе тех дворовых мальчиков, которые в детстве играли вместе с юным царевичем. И он его знает с детства. Хотя он, в общем-то, довольно худородного, сравнительно худородного положения.
Может быть, потому что где-то в походах военных царю нравился своей решительностью, рассудительностью. Может быть, просто родство душ. И царь видел в нем человека так же, как и он, мыслящего. Не случайно письма государя, Алексей Михайлович много писал писем, мы помним с вами, даже собственноручно, главным образом собственноручно. Вот письма к Матвееву не столько поручения и указания, сколько такие доверительные. Делятся переживаниями, эмоциями, тяжестями великая душевная своя, государь. Вот одно из писем царя. «Друг мой Сергеич». Артамон Сергеевич, друг мой Сергеич. Ну, буквально, как мы сейчас говорим, ну, как ты, Петрович, а? Как Иваныч, а? Вот, друг мой Сергеич, приезжай к нам поскорее. Дети мои и я без тебя осиротели. За ними и присмотреть некому, а мне посоветоваться без тебя не с кем. Такое царское письмо. Ну, кстати, не забудем, что, в общем, Матвеев устроил второй брак царя, овдовевшего на Нарышкиной. Эту историю я вам рассказывал. Матвеев представил красавицу Нарышкину первому вдовцу московского государства. И все это организовал. Поэтому положение его при дворе после этого еще существеннее укрепилось. Считался одним из образованнейших людей своей эпохи. Главный в быту западник. Абсолютно европейский дом. У него дворец, как писали современники, как у какого-то венецианского дожа. Европейская мебель, бархатные обои, ковры, библиотека роскошная совершенно, театрал. Он-то был генеральным продюсером царского театра. Меломан, как бы сейчас сказали, любитель музыки. Вот как описывает иностранец комнату, где его принимал Матвеев. Комната убрана иконами, картинами и часами разных форм. Матвеев – ревностный покровитель всего полезного. Он образованнее всех своих соотечественников, и только он один, вопреки древним обычаям, дозволил сыну своему учиться у иностранцев языку и разным наукам. Ну, насчет того, что он один такой, конечно, не так. Мы только что вспоминали сына Ординана Щекина, предшественника Матвеева на посту министра иностранных дел. Так у него так сын вообще был полиглот во всех отношениях, как и сам отец. А вот что касается коллекции часов, это правда. Самым большим любителем часов в стране был царь Алексей Михайлович. Но коллекция Матвеева, видимо, и здесь они были единомышленниками, коллекция Матвеева не уступала коллекции царя. Кавычки. Одни часы показывали астрономического дня время, начиная с полудня, какие употребляются в Германии. На других означались часы от заката солнца по счету богемскому, итальянскому. Иные показывали время от восхода солнца по счислению вавилонскому, другие по иудейскому, а иные, наконец, начинали день с полуночи, как принято латинскою церковью. Это как у нас сейчас, от полуночи. Едва ли можно найти что-нибудь подобное в домах других бояр, пишет иностранный посол. Ну, я думаю, честно говоря, что в домах не только бояр, герцогов и графов, маркграфов и баронов тоже такого изобилия часов найти было в то время невозможно. Это уже большая серьезная коллекция. А самостоятельный счет времени от заката, рассвета, полудня и прочее, как мы видим с вами, для разных стран того времени самое обычное дело. Так что у каждой культуры был свой счет начала и конца дня и ночи. Это, слава богу, они еще не знали такого понятия, как часовые пояса. Ну, конечно, со смертью своего покровителя и друга Алексея Михайловича позиции Матвеева стали шататься. И, наконец-то, родовые конкуренты, семья Милославских, родственников первой супруги Алексея Михайловича, одолела. И Матвеева отправили с глаз долой от сердца вон, подальше от царя Федора Алексеевича, в Казань, воеводой. Ну, это только полдела. Не успел вступить в полномочия в Казани, как последовало новое разбирательство и, как полагается, обвинение. Как мы уже с вами не смешно шутили в том, что он японо-немецкий шпион. Тогда это называлось обвинение в колдовстве и чернокнижии. Обнаружили какие-то черные страшные книги в библиотеке Матвеева.
и оттуда уже в заточение в Пустозерск, на край земли. Но после смерти Федора Алексеевича Наталья Нарышкина, мать Петра, срочно вызывает Матвеева в Москву, потому что самый влиятельный, самый авторитетный, да, в общем-то, самый разумный в Москве администратор. Он спешит на помощь Нарышкиным, спешит на помощь своей воспитаннице, помочь ей, ее детям укрепиться у власти. Ну, в конце концов, сохранить жизнь. Тогда вопрос власти и жизни – это не два разных вопроса. Это один вопрос. Но слишком сильно он торопился, потому что только приехал, и на третий день стрелецкий бунт. Матвеев еще не понимал, что в городе происходит. Ну, а дальше сцена, которую знаете все вы и в литературе, и в кино, прямо на глазах мальчика Петра, его матери Натальи, воспитанницы Матвеева. Самый знатный и влиятельный боярин Матвеев. Его просто с крыльца царского бросают на бердыши и копья стрельцов, как в страшном кино про Средневековье. Разодранный труп Матвеева, его останки собирал по площади, если верить воспоминаниям, какой-то его слуга, араб. Это я к тому, что араб Петра Великого, Ганнибал, точно не был первым арабом в Москве. Бывали и до него. Но дело Матвеева не пропало. Образ Матвеева по заслугам на памятники тысячелетия России. А внуков и правнуков Матвеева вы знаете все. Правнуков и праправнуков. Потому что все, кто слышал что-нибудь о Ленинской библиотеке в центре Москвы, должны знать, что это до революции Румянцевская библиотека и музей, основанная и подаренная городу графом Румянцевым праправнук Артамона Матвеева. Ну, а, соответственно, сам великий наш полководец Румянцев, он просто правнук Матвеева. Ибо отец его был женат на внучке Матвеева Маше. Так что гены у Матвеева были ого-го. Ну и третий герой нашего сегодняшнего рассказа, наверное, самый необычный, потому что он вообще какой-то другой. Не про власть и не про деньги, хотя очень близок был царю Алексею Михайловичу, пользовался его исключительным доверием, многие годы рядом с ним, но, наверное, в нем тоже отражалась лучшая часть характера Алексея Михайловича Тишайшего. Вот самая человеческая его часть. Этот человек звался Федор Ртищев, тоже ровесник царя. В чем уникальность? Вот сколько историки не рылись, они у нас любят порыться во всяких вредных делах и бумагах, вот так и не нарыли ничего, что можно было бы сказать о Ртищеве дурного, чтобы он свою близость к царю многолетнюю как-то конвертировал в капиталы, как боярин Морозов, или во власть, ну, как, в конце концов, Артамон Матвеев. Или в большие деньги. Тогда деньги, власть. В этом не было ничего дурного, это как бы само собой разумеется. Какой смысл расти по карьерной лестнице, если при этом не богатеть? Или какой смысл добиваться новых чинов, стольник, окольничий, думный дьяк, боярин, если при этом не будет расти твой капитал? Это вещи неразрывные были в те времена. Ну вот как-то капиталы к Ртищеву особо не липли, хотя он человек был не бедный. На плаху он никого и в ссылку не отправлял. В интригах никаких не участвовал. Зато не прошло и 1,5 десятков лет после его смерти, как была напечатана книга, которая называлась буквально так. «Житие милостивого мужа Федора званием Ртищева». Жизнь замечательных людей 17 века. Только не жизнь. Житие. А что такое житие? Чем это отличается от биографии? Житие по старой русской традиции составляется только на людей духовных. Обычно священников, монахов, то есть, может быть, и святых. О светском человеке, Ртищев совсем светский человек, по большому счету чиновник. О светских людях житие не писали. Тем более так быстро после смерти.
Помните, Иван Васильевич меняет профессию? Мой любимый фильм, надеюсь, и ваш. Там, когда режиссер Якин в исполнении великолепного Пуговкина бросается на колени перед настоящим Иваном Васильевичем и что-то там бормочет. «Азм есмь, житие мое». Царь чуть там не посохом ему по голове. «Какое у тебя смерть может быть житие? Ты, мол, пес смердячий». Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя. Кстати сказать, по жизни так вполне могло быть, потому что сказать о своей жизни житие мог человек совсем уж без понятия. Поэтому Грозный так и разозлился. О Ртищеве выходит житие. Вообще историки впоследствии называли жизнь Ртищева идеалом высшей нравственности XVII века. А многократно цитируемый мной Ключевский так и писал, что Ртищев принадлежал к тем, кто из своей исторической дали не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь. Вот так, об обычном чиновнике. Выполняя разные поручения Алексея Михайловича, Ртищев кем только не был. Внешней политикой занимался, и с поляками торговался, вел переговоры бесконечные, поскольку войны были бесконечные. Как-то очень понравился результат его работы Алексею Михайловичу, когда Ртищев добился того, что представители польского короля стали обращаться письменно к Алексею Михайловичу, в титуле указывая «Великая и малая и белая Россия государь». Ну, это не просто титул расширить с «Великая» до «Малая и белая» по ходу войны, к слову сказать. Это означает на современном языке признать Российскую Федерацию в новых границах. Московское царство. Такое обращение послов – это все. Не вырубишь топором. Конечно, Алексею Михайловичу это страшно понравилось. И хотя потом пытался польский король от этого откреститься, мол, это они инициативно, я их не уполномачивал, но все, прецедент дипломатически создан. Наградный лист. Это раньше тоже все было серьезно, вы не думайте. К чину окольничего, тогда Ртищева, полагался наградный лист, на котором было указано: оцените язык XVII века. Наградный лист пишется от имени государя. Служба твоя к нам отменна, потому что ты взял нашу государеву титлу с новоприбыльными титлами. То есть титул наш расширил. И в предках такого не бывало, чтобы в ратной брани между великими государей, не учиняя миру, титул сполна послы-посланники не имывали. Поясню. Раньше, чтобы тебя признали малое и белое, нужно было как минимум победоносно закончить войну. А у нас война еще продолжается, конца краю не видно. Они уже признали, что эти земли наши. Вот как хорошо, радовался Алексей Михайлович, как ребенок. И даже на полях собственноручно дописал наградного листа: от гораздо. Азм есмь. Понравилось. Вообще, Алексей Михайлович так доверял своему другу Ртищеву, что назначил его воспитателем, то есть дядькой, своему наследнику, царевичу Алексею. Ртищев полностью отвечал за образование, подбор учителей, рабочий день, отдых, весь распорядок царевича Алексея. И вот когда царевич был признан совершеннолетним и стал официально участвовать в дипломатических приемах, как наследник государя, и собрали послов, которые привыкли, что, собственно, вот кроме этого чудака ордена Нащекина и его сына, где он там, кстати, русские грамоте не разумеют, для этого дьяки есть. Грамоте иностранной имеется в виду. И тут неожиданно царевич обращается к иностранным послам не просто с приветствием, мол, как здоровье, а с программной речью. Половину по латыни, половину по-польски. В общем, представить себе шок, который испытали представители дипкорпуса, невозможно. Но беда лишь в том, что царевич дожил до 15 лет, Алексей, и скоропостижно умер. Потому наследовал потом его младший брат, болезный Федор. Тоже хорошо воспитанный, но очень больной мальчик. Что случилось с царевичем Алексеем, мы не знаем. Ртищев расстроился до такой степени, что уволился с царского двора и фактически ушел в частную жизнь. Занялся просвещением, на свой счет учредил небольшой монастырь на Воробьевых горах, выписал туда образованных монахов, кстати, из Малороссии. Вот они там на деньги Ртищева переводили книги,
по истории, философии, географии, составляли словарь славяно-латино-греческий. Все знали Ртищева как человека милосердного, ибо когда еще он был при войске, при армии вместе с царем, то есть в уста передавали истории про то, как едет Ртищев с отрядом своим, с охраной, и по пути подбирает больных, раненых, неприятелей, довозит их до места стоянки, а в попутных городах нанимает дома, приискивает врачей, сиделок и заботится о пропитании как своих раненых воинов, так и неприятельских, и расходует на это свои деньги. Огромной проблемой Руси того времени, вековой проблемой, были набеги крымских татар и увод в полон, в рабство с последующей продажей на галеры, на флот, на смерть абсолютную русских людей. Старались, как могли, выкупали. Цены, естественно, крымские татары задирали, зная, что у русских эта идея фикс – обменять либо выкупить своих пленных, ибо не может православный человек и не должен умирать на галерах турецких. Был даже специальный налог, который так и назывался – полоняничные деньги. Сбрасывались, такой полудобровольный, полуобязательный, но деньги шли целевым образом на выкуп. Ну, а для людей не бедных делом принципа было пожертвовать, кто сколько может, кто 10 рублей, а кто мог и 100, огромные деньги по тем временам, на выкуп с полона своих. Вот Ртищеве мы знаем, что только единое его пожертвование личных денег было 1000 рублей серебром. 1000. Наверное, самый большой вклад той эпохи на выкуп пленных. Он же в Москве организует, наверное, самый первый в нашей стране вытрезвитель. Его слуги в специально обустроенный дом на больничный манер, принадлежащий Ртищеву, приводили пьяных, больных, неимущих, как-то там приводили их в порядок, подлечивали чуть-чуть, кормили. Ну и когда они протрезвели, дальше отпускали. Иди работай. В Вологде разразился голод большой. Ртищев узнал об этом и отправил архиепископу Вологодскому хлеба, 900 рублей серебром, 100 рублей золотом. Но дело не в размерах суммы, дело в письме, которым Федор Ртищев сопроводил свой огромный дар. Он написал, кавычки, «Некоторые христолюбивые человецы при отшествии своем от мира сего вручили мне имение свое на раздаяние нищим и убогим, чего вам и направляю». Ну, то есть, какие-то анонимные спонсоры доверили мне свои деньги, а я вот вам отдаю. Деньги все были Ртищевы, никаких спонсоров не было. Это все были его средства. И даже продавая как-то собственное село землей, крестьянами, какому-то купцу, Ртищев взамен заставил того поклясться перед иконой, что тот не будет увеличивать оброк и барщину. А в благодарность за то добровольно снизил уже заранее оговоренную выкупную цену. Только не повышай барщину, чтобы крестьянам моим под тебе жилось не хуже, чем при мне, а лучше. Ну, в общем, гуманист, как сейчас принято говорить, гуманист, опередивший свою эпоху. Не зря, наверное, на памятнике тысячелетия Руси есть и Федор Ртищев в числе просветителей. Просвещенный и хороший человек XVII века. Дорогие друзья, любители русской истории, получилось, что по ходу нашего рассказа я немного поменял план. Хотел еще вам рассказать про царя Федора Алексеевича, сына Алексея Михайловича Тишайшего, которого мы совсем забыли. А он 6 лет был на троне, и эти 6 лет были непростыми для русского государства. И человек был он очень интересный. Мне стало Федора Алексеевича жалко. Мало того, что на троне он оказался случайно. Готовили ведь не его, а старшего брата Алексея, того самого Алексея, чьим дядькой, воспитателем, наставником и учителем был лучший из людей XVII века Федор Ртищев. Но Алексей умер, и вот следующий по очереди болезный Федор Алексеевич, совершенно не рвущийся к власти, чуждый ее, не понимающий, зачем это. Но за несколько лет, которые ему отвела судьба, сделавшая так много хороших дел для русских людей, он зашел на трон в 15, ну хотя, зашел, его внесли на трон. Он уже на похоронах своего отца был на специальных носилках, чтобы это не выглядело как медицинские носилки, соорудили это в виде трона. Ну, так не принято было на Руси.
Ну, такой типа трон кресла, а его незаметно как бы несло, переносило несколько человек. Поэтому он все время сидел. Очень болели ноги, опухали. Ходить он не мог. Болезнь эта то обострялась, то становилось полегче, он уже начинал нормально ходить. При этом отлично ездил верхом, а вот ходить ноги болели. И прожил всего 20 полных лет, то есть меньше 6 лет на троне. Как говорится, меньше одного президентского срока, но очень многое успел. Особенно для такого, казалось бы, молодого, неопытного, не готовившегося к царствованию болезненного юноши, который должен больше думать о лекарствах и об обезболивающих, а не о стране. Но его души и сердца хватало на все. Поэтому я решил вам о Федоре Алексеевиче не рассказывать. Об этом будет наш следующий рассказ. Все-таки этот молодой человек достоин, поверьте мне, своей академической лекции. Ну, а мы подведем с вами итоги. Итоги царствования первых Романовых, Михаила и Алексея Михайловича Тишайшего. Вот весь этот рассказ и о государях, и их сподвижниках, и о соправителях получился у нас очень фрагментарным. Импрессионистским, как я говорю, потому что информации мало. Мы довольно мало знаем бытовых подробностей, достоверных, каких-то личных подробностей. Далеко это время от нас. Сценаристам хорошо и писателям, а историкам непросто. Но, несмотря на вот эту фрагментарность картинки, если мы отойдем подальше, вот так, как надо смотреть на произведения великих импрессионистов, не в упор, а сделав несколько шагов назад, то мы увидим с вами с дистанции самое главное, что жизнь в московском государстве XVII века совершенно не была ни патриархальной, ни тем более скучной. Что люди XVII века, не случайно я вам так много постарался в последних рассказах о них поведать, что люди XVII века ничем не отличались от других времен, от нас с вами. Не отличались в лучшую сторону. Об этом как-нибудь поговорим отдельно. У них тоже были свои взгляды, свои интересы, свои слабости и свои сильные стороны. И вот все это вместе, когда совпадало и составляло определенную симфонию, помогало сохранять наше государство и строить нашу страну. Это было очень интересное время. Спасибо вам, как обычно, за любовь к русской истории.